Вы не верите, я не верю, но вышла обнова 2.2. Самое масштабное обновление, на разработку которого ушло почти 7 лет. 2.2. Редактор. Самое сердце игры изменился до неузнаваемости, на изучение которого написано официальное руководство объемом на 200 страниц. Мы все помним те моменты, когда впервые окунулись в редактор. Это был мир невероятных возможностей для самовыражения. Мы преодолевали сложности, мы преодолевали себя и искали вдохновение в других уровнях. Но сейчас, с выходом 2.2, наше путешествие продолжается. Дамы и господа, к вашему вниманию. Новые триггеры, новые блоки, новые эффекты, новый режим, никаких лимитов, тут все по-другому для всех, тут все заиграет по-новому. Теперь любой игрок может реализовать свои самые безумные идеи внутри редактора GTA. Возможности без границ. Не зря дожил до этого времени. Нынешний редактор теперь можно поистине считать своеобразным движком, который может в какой-то степени заменить программы для работы со звуком, фото и даже монтажом видео. Как главный GMD хитмейкер я обязан написать хотя бы простенький биток внутри GD. Потом покажу, что сделали другие, и уверяю, вы будете удивлены. Сейчас мы будем симулировать секвенсор. Для его создания нам понадобится всего два триггера — BPM и SFX. BPM позволит нам расставлять звуки четко по заданному нами темпу, в котором мы хотим написать трек, при помощи таких вот линий. SFX является источником звука, благодаря настройке которого и огромной библиотеки можно создать универсальный звук. Покумекав 5 минут, я сделал такую простую ударную партию. Немного развиваем и получаем такой результат. Я решил найти в этом плане единомышленников и был приятно удивлен, какие работы мне удалось отыскать. Challenge accepted. Я бы мог еще рассказать про целый синтезатор, воссозданный в GD, но вам, наверное, будет больше интересен ответ на вопрос, а на кое оно вообще надо? Представим типичную ситуацию. У вас во дворе сидит GMD-гопник Саня, среди своих же Фуфел. Так вот, у Фуфела случилась беда. Его любимую колонку JBL сломали местные жители, которым он нарушал покой в ночное время суток. Фуфел зависим от музыки, и он не может жить без нее. Тут-то мы ему и поможем. Подкрутим пару болтов и отдадим Фуфелу принимать работу. Саня счастлив, и в честь такого события он собирает всех своих кентов у колонки, чтобы это отметить. Порвал и випал. Чё-то я увлекся. Небольшая GMD-викторина. Как думаете, сколько объектов ушло на создание этого арта? 1000? Может быть, несколько тысяч? 400. Как вам такое? Может быть, здесь больше? А, нет, тоже 400. Вот это уже выглядит попроще. Здесь можно поверить, что тут около 400 объектов. Меньше 100. А этот загадочный котик? Всего 40 объектов. В GD теперь можно реально мутить превьюшки на YouTube. Все зависит только от вас. Вот глядишь, бывает мувики по КС, и глаз не нарадуется от такого красивого монтажа, но есть ли подобное в GD? И да, это тут есть. Как пример, такой вот эдит. Видеть бы сейчас лица тех, кто действительно подумал, что это видео. Потому что это тоже сделано в GD, мать его! Теперь вот эти гличи, помехи и прочие эффекты можно накинуть в самом GD, чтобы придать работе атмосферу, антураж, да и в целом сделать конфетку из всего этого. Они также очень помогают в воссоздании игр, например, каких-нибудь страшилок или простеньких платформеров. Ими сейчас мало кого удивишь, но чисто для галочки окей. А вот от FNAF внутри GD фляга засвистит у каждого. Да такими темпами GTA 6 в GD выйдет раньше, чем в оригинале. Ты можешь больше не носить с собой учебники, да и про сумку тоже забудь, ведь в твоем кармане теперь есть все, что может пригодиться тебе в учебе. Тут тебе и эпичный калькулятор, география, учебник истории. Осуждаем такое. Возможности GD сейчас действительно бешеные. Но это еще не конец, ведь это не последнее обновление, которое ждет нас. Подписочки везде оформляем, меня не забываем, еще увидимся, люблю, целую, пока.